Раз, два, раз, два. 3, 4, 5. Я умею считать. Давай, останавливай. Добрый день, друзья. Я Николаевич на рыбалке с карпятником. Снова катаю бойлы. Готовлюсь к ранней весне. Готовлю бойлы, которые подойдут именно к ранней весне. Сейчас речь пойдет о варенке на основе Hot Demon. Эти бойлы мне очень понравились. Я катал в том году, и они хорошо себя проявили. И как насадочные тоже. Поэтому сейчас делаем Hot Demon. Первый ингредиент я уже добавил, извините, без вас. Ну, скажу, что здесь есть. Здесь 100 грамм арахис молотый жареный, 200 грамм птичьего корма. Естественно, есть видео, как я его делаю. 180 грамм китикета. Да, китикет мясной обычный. Где-то в пачке 360 грамм. Вот половина 180 сюда ушло на варенку. Далее, что мы добавляем еще? Манка 200 грамм. Соевая мука 200 грамм. Кукурузная мука 200 грамм. Гороховая мука 200 грамм. Это 150 грамм молоко сухое. Рыбная мука 200 грамм. Мясокостная мука 200 грамм. Смесь 3 перцев. Паприка, сладкий перец, красный острый перец и имбирь по 50 грамм. Так как у меня здесь добавлено еще 50 грамм гомеруса, молотого, обычный, вот, я добавлю 100 грамм ракушки для утяжеления бойлов и 100 грамм альбумина. На этом все, сухая часть вареных бойлов Hot Demon. Переходим к жидкой части. Итак, друзья, продолжаем. Жидкая часть вареных бойлов Hot Demon. Что мы добавляем? Ну, первым делом я буду добавлять все-таки глицерин. 100 мл глицерина. Далее 100 мл чиктоника, богатого аминокислотами. Ну, самый главный ингредиент — это все-таки Deep Hot Demon. — 50 миллилитров. Deep Hot Demon, очень устойчивый запах у него. Глаз вырви называется. Далее я добавлю сейчас сухую часть. Естественно, чтобы растворилась в ней соль и несколько других ингредиентов. 50 грамм соли. Далее у меня глютамат натрия 50 грамм. Витон 30 грамм. Но это эксперименты, глютамат натрия витон можете не добавлять, это мои эксперименты, я их просто хочу доработать, эти два порошка. Дальше навряд ли буду использовать. Но так как он есть, надо доделать его. Рыбий жир. Рыбий жир с рынка куплен, но он не вонючий, как мы привыкли, а он такой хороший, ближе к палтусу запах. 100 грамм. Меласса. 200 грамм. Меласса с завода, не разбавленная, не магазина. Сейчас обнулю весы. Яиц я возьму 14 штук, а потом, если мне они понадобятся, я добавлю. Потому что яйца все-таки по размеру разные, и они могут быть их много, меньше.
Если тесто получится очень крутое, потом пару яиц разбить, размешать. Ну вот 14 штук. Дальше уже по ходу, по свойству теста буду добавлять яйца. Также у меня есть вот такой для катки Boil Hot Demon эссенция. Я ее буду добавлять 7 мл. Ну и последний ингредиент. Мед, консервант и вкусовой подсластитель. Такой полурастаявшийся. До этого разогревал его на микроволновке. Будет лучше растворяться. На этом жидкая часть все по варенке. Буду замешивать. Ну что, друзья, замешиваем. Как обычно, я мешаю вначале сухую смесь, размалывая все комки. Так, друзья, я замешал. Вот у меня получилась однородная масса. Главное, чтобы комки все размять. Сейчас буду приступать к замешиванию жидкой части. Но прежде чем я жидкую часть замешу, я хочу добавить здесь 6 грамм диоксид титана. Я хочу сделать бойлы все-таки цвет другой. То есть большинство магазинов продают Hot Demon почему-то темно-коричневый. Я хочу чуть-чуть светлый. Может быть, бойлы по-другому будут работать. В общем, как я и говорил, бойлы — это эксперименты. Вот. И добавлю краситель. Желтый электро. То есть диоксид титана обесцвечит муку и добавить все-таки цвет. Нужно от какого-то колера. Поэтому я хочу, может быть, получится чуть-чуть желтоватый сделать бойлы. Вот. Краситель у меня высококонцентрированный, гелевый. Подарили мне. Я хочу попробовать сделать цветные бойлы, а не просто темно-коричневые. А там как получится. Я с этим красителем первый раз работаю. До этого не работал никогда. Так как Hot Demon все-таки вонючая гадость, лучше перчатки одевать и с ними работать. Ну что, жидкость получилась такая желтоватая немного. Я думаю, что все отлично у нас получится. Сейчас буду добавлять тесто и замешивать. Вонь Hot Demon'ская такая стоит, непередаваемая. Ну что, тесто отлично получилось. Чуть-чуть жидкости осталось. Можно, наверное, на 2 яйца поменьше делать. Вот, ставлю отстаиваться. Кстати, цветность. Если в Hot Demon продают темный коричневый, то это получился цвет коричневый. То есть чуть-чуть обесцвечивал диоксид титана и свой желтый чуть-чуть добавилось. Все. На этом наставим тесто 20-30 минут. И дальше будем раскатывать бойлы. Итак, друзья, готовим оборудование для катки бойлов. Пока тесто настаивается. Самым простым маслом, которое у меня там было, подсолнечное, самое дешевое. Смазываю доски, готовлю все остальное оборудование. Поехали! Ну что, тесто у нас полежало минут 30-40. Цвет светло-коричневый, запах перцовый. Я буду делать сейчас варенку. Диаметр 16 установил, доска у меня 16. И проварку подготовил. Чуть-чуть увлажню, потому что тесто такое, правда, оно вобрало все в себя. Чуть-чуть, чтобы к пластилину ближе приблизить, чтобы она не такой ломкая была, я добавлю сейчас жидкости. Ну, буквально там грамм 50. Ну, тесто ближе к пластилину стало.
Ну что, вот, все, тесто нормальное, катается хорошо. Вот, получились отличные бойлы. Что, теперь раскатываем все бойлы и варим. Варенку варим на пару. Это 16-я доска, соответственно, где-то 15 минут. Но первый раз нужно прогнать все-таки 20 минут, чтобы проварка подразогрелась. Поэтому первую партию варю 20 минут, а остальные все по 15 минут. Ну, это особенность проварки. Ну вот поближе. Все шарики скатываются, кроме одного последнего неполноценного. Отлично катается тесто, отлично форму держит. В принципе, я получил не темный коричневый, а светло-коричневый цвет, как и хотел. Как Hot Demon делает, в основном оригинально производит только темным коричневым. А это светло-коричневый. Будет отличаться и цветом, получается, и немного запахом. Ну и структура, естественно, она отличается. Ну, попробуем поконкурировать с производителем. Это, конечно, шутка. А оригинальный Hot Demon нет конкуренции. Ставлю варить 20 минут. Итак, процесс поближе. Друзья, я вам покажу. Как раз длина колбаски, это у меня ширина доски. Поэтому я ее рассказываю примерно. Ну, там плюс-минус сантиметр. Вот, отлично. Последний, как обычно, отрезанный. Вот шарики бойлы. Ну, структура плотная, хорошо катается. В принципе, ни к чему не прилипает. И диаметр, и цвет такой более свежий, светло-коричневый, меня очень устраивает. Катаем дальше. Вот последние отрезанные, выкидываю, а эти складываю. Итак, друзья, я сварил всю варенку. Вот у меня такие полящика получились. В принципе, я доволен. Сейчас чуть покрупнее, чем он есть, потому что он будет усыхаться и принимать свою прежнюю форму. Ну, в принципе, как? Чувствуется Hot Demon в нем обязательно. Вот. Я результатом доволен, поэтому я их буду сушить. Уже они сутки постоят, потом в сушилку положу, где-то часа на 4, на 5. Посушу в электросушилке для продуктов при температуре 45 градусов. И все. Потом запакую в вакуумную упаковку до лета. Эти бойлы Hot Demon очень хорошо работают ранней весной, поздней осенью и также все лето. Вообще как бы универсальный бойл, он мне очень нравится. Поэтому я с удовольствием его накатал еще и для себя. По собственному рецепту. Всем, кто смотрел, спасибо, друзья. Всем, кому понравилось видео, подписывайтесь. Я всегда рад новым подписчикам. До новых включений, друзья!